Итак, уважаемые господа, первый наш пациент Samsung. Костя сейчас покажет полностью табличку. Агрегат 2019 года серии то ли РУ или АУ, не суть важно. Вот сейчас вот здесь будет показан его первоначальный дефект. То есть вы видите, левый сектор вообще не светится, в правом там какие-то есть еще остатки подсветки. Вы скажете, что тут обсуждать? Казалось бы, ну, подсветка сдохла, надо подсветку менять. Но не все так просто. Объясню вам вкратце. Когда клиент к нам заявился, он заявил о том, что телевизор всего лишь 2 дня работал с таким дефектом. Конечно же, мы ему тут очень быстро поверили. Был тут у нас диалог с ним. Но он четко утверждал, нет, 2 дня телевизор не работал. Сейчас здесь будет врезка. Я вам покажу, собственно, исходный дефект. Но мы его, может быть, уже показали. Телевизор я уже подразобрал, уже скинута матрица, чтобы не затягивать ролик. Дело в том, что все вот эти предварительные ласки, то есть снятие задней крышки, там, вот это все вы можете посмотреть уже у нас на канале, оно уже было неоднократно. Я вам сейчас покажу работу подсветки при уже снятой матрице. Смотрите, какая штука. Чего? Чего? Вот, да. Как видите, левая часть вообще не светится, в правой остались какие-то остатки подсветки. И вот при этом человек нам заявляет, что да вы знаете, он всего 2 дня не работал. И первый ваш диагностический агрегат не какая-то цешка, не осциллограф и не какая-то штука, а ваш собственный нос. Сейчас здесь будет врезка, я вам покажу, о чем идет речь. Пока стоп. Да, и вот теперь у профессионалов, кто уже сталкивался с такими телевизорами, стоит вопрос. При таких повреждениях наверняка внутри уже сдох плекс. То есть на нем имеются повреждения, несовместимые с жизнью, так сказать. На Озоне и на еще каких-то площадках уже есть под замену вот эти плексигласы, в общем, отражатели. Но не тут-то было. Товарищ нам сказал, да нет, у нас все там должно работать, все хорошо, и, как вы видите, мы не видим никаких лучей. Если бы здесь была трещина в правой части, вот где еще осталась живая подсветка, здесь бы был бы какой-то луч. Ну, то есть трещина на плексе. Но, обратите внимание, в левой части мы вообще не видим изображения. И вот на этом основании телевизор был принят в ремонт с тем условием, что когда мы покажем после вскрытия клиенту результат вскрытия, он как бы примет решение, будем мы менять плекс или нет. Но не тут-то было. Дальше история заворачивается очень интересной воронкой. Вот на ваших глазах я буквально сейчас. Стоп. Не надо этого делать. Берете сейчас перчатки, и только тогда будем снимать. Кость, останови пока запись. Так, одели перчатки, чтобы не оставлять жирных следов на отражателях. И теперь с вами снимаем сначала верхний отражатель. Ставим его. А теперь снимаем рассеиватель. Верхний. И сейчас момент истины. 1, 2, 3. Оп! И что мы видим? А видим мы очень неприглядную картину. Да бог с ним, подсветка, понятно, умерла в правой части. Но в левой части мы видим вот такую длинную трещину. Смотрите ролик до конца. Мы сейчас с вами обсудим, как от этой трещины можно будет избавиться. Да, можно купить новый плекс, но человек платить не готов. Что делать в этой ситуации?
Мы сейчас вам покажем способ, который мы проверили уже на протяжении больше 2 лет. Этот способ позволяет нивелировать все дефекты, которые будут сохраняться после замены подсветки. Возможно, это вам сэкономит бюджет. Пока мы отключимся, и да, кстати, хочу обратить ваше внимание. Вот видите нижний отражатель, вот этот белый. Вот в той части, где нам клиент солгал, что это все было в течение 2 дней, посмотрите, вот здесь. Здесь настолько проплавленный уже плекс. Ой, плекс. Нижняя вот эта вот планка пластиковая. Видите? Она просто в ужасном состоянии. Она даже вспузырилась. Сейчас я все это сниму и покажу вам в еще большем приближении. Пока хоп. Я снял нижнюю планку, и смотрите, что мы имеем. Мало того, мы имеем вот эту огромную трещину. Мы имеем еще 1, 2, 3, 4 более мелких трещины в левой части. Плюс мы имеем к тому же пригоревший вот этот вот демпферный двухсторонний скотч черный вот сюда к плексу. Не дай вам Бог додуматься до того, чтобы взять какой-нибудь изопропиловый спирт и попробовать его очистить. Ну, изопропиловый спирт, вы знаете, что это такое. Все постоянно этим пользуются. Вот. Вы получите такой эффект. Сейчас вот здесь вот будет врезка, где я вам попробую пояснить. У вас просто лопнет дальше вот этот отражатель. Поэтому делать этого не нужно. Оставьте его в покое, пусть он будет. Вот эти черные следы, Кость, покажи, пусть они останутся в покое. Да, это бюджетный ремонт, и вы скажете, зачем ты это делаешь? Но здесь ситуация безвыходная. У человека просто тупо нет средств. Я думаю, многим это поможет, потому что мы используем здесь, ну, скажем так, назовем его корпосерский вариант, но, по крайней мере, он позволяет смотреть телевизор за меньшие деньги с достаточно хорошим качеством. Я пока не знаю, чем это все закончится, но мы попробуем. И все это вам продемонстрируем. Что, пока остановимся. Первым делом мы знаете, что сделаем? Мы сейчас вытащим отсюда этот отражатель, который, в принципе-то, да, уже положен под замену. И есть такие варианты. Ну, на Озоне где-то это 5, там плюс-минус стоит. И, в принципе, мы такие отражатели меняли, и качество достаточно достойное. Это не реклама, но ребята, которые производят эти отражатели, они вполне себе качественные делают отражатели. Но, тем не менее, нету лишней 5 у клиента. Будем пробовать по максимуму восстанавливать то, что имеем мы здесь сейчас. Ну, как-то так. Сейчас первым делом заменим подсветку. Посмотрим, каков будет результат по равномерности белого поля. А потом то, что мы вам предлагаем здесь изучить, впитать, как мы это сами используем. Ну и сделайте свои выводы. Может быть, это вам поможет в работе. Пока хоп. И вот посмотрите, я снял все отражатели верхние. Сейчас только лежит основной отражатель. Посмотрите, какая здесь катастрофа. Ну, просто на выброс. Проведи вот по всей. Левая часть у нас вообще не светится. Ну, это понятно. Еще раз повторюсь, ни в коем образе не прикасайтесь сюда никаким спиртом. Не пытайтесь смыть вот эти следы. Это будет чревато. Либо уже была врезка, либо сейчас будет.
Итак, следующий шаг. Мы поменяли подсветку на новую. Ничего здесь в этом уникального нет. Включаем, смотрим. Сейчас видим, что весь бордер у нас светится. Все до единого светодиода. Сейчас я сюда накину отражатель до того, как мы что-то будем с ним делать. И вы увидите результат. Пока отключимся. Ну и как сейчас вы видите, мы просто накинули отражатель. Вот здесь вот дефект. Видите, вот эта лучевая трещина. И у нас получается, что 1/4 экрана затемнена. Все это из-за того, что у нас в этой трещине происходит преломление света. И, соответственно, она светится ярко, а остальная часть у нас будет затемнена. Сейчас мы используем лайфхак, про который хотим вам рассказать, и попробуем хотя бы не устранить полностью, но нивелировать этот эффект, и чтобы телевизор можно было смотреть, первое, дешево и вполне пригодно. Давайте попробуем. Сейчас вам все покажем. Вот он дефект. Я сейчас подниму отражатель, и вы все увидите. Видите, как отражается на изломе световой поток. Сейчас мы попробуем показать вам, как мы это пытаемся решить малой кровью, чтобы не тратить деньги. Может быть, это вам поможет в ремонтах. Так, господа, сейчас короткая вставочка. Время прикольных физических экспериментов. Наверняка у многих остался вот этот вопрос, что ты нам тут про какой-то спирт втираешь, и что им нельзя обрабатывать это стекло. Ну, как бы мои коллеги, вот в частности Константин тоже мне, когда я первый раз с этим столкнулся, не поверили. А для того, чтобы не быть голословным, давайте этот эксперимент и поставим. Короче, смотрите, нашли мы старое стекло убитое, с такого же Samsung, только 43-й, по-моему, диагонали. Тоже с подгарами, и вот, как вы видите, здесь есть несколько трещин, уже достаточно начавших серьезно образовываться, и, собственно, торец подгоревший, где еще как бы трещины вроде не видны. Для того, чтобы наглядности было побольше, давайте я вот так вот сбоку от каждой трещины отмечу окончание этой трещины. Ну, вот так вот 4 штучки. А теперь смотрите фокус. Мы берем классический изопропанол, то бишь спирт изопропиловый. Берем тряпочку, мочим этим спиртом. Ну, а теперь моделируем эту ситуацию. Типа я протираю эти трещины. Упс, стерлось. Ну, давайте вот здесь, чтобы не задеть. Спирт попадет сейчас внутрь. И смотрите, что происходит. Вот по этой трещине очень хорошо видно. Видите? Она прям начинает бежать, и слышен даже треск. Что это за физический процесс, мне вообще непонятно. Ну, то есть вот здесь вот, например, вот видите, видно след от маркера. Смотрите, трещины прям уползают вверх. То же самое, если вы начнете, Кость, покажи вот торец. Если вы после того, как там зачистили, обработаете торец, и у вас могут возникнуть трещины, которые либо только зародились, либо новые. Тут, конечно, может быть не так. Вот, видно, трещина побежала. Кость, покажи, видишь? Видите? Ее здесь не было. И даже слышен немного треск. Видите? Трещины поползли. Так что спиртом ни в коем случае не обрабатывайте. А то, я уверен, в комментариях много фом неверующих. Но вон, смотрите, что происходит дальше с этими трещинами. Вот, Кость, покажи. Ну, прям четко видно, видите? Таким образом, в общем, вы добьете стекло. В общем, изопропанол при таких ремонтах зло. Ладно, давайте пока продолжим. Да, и я забыл упомянуть. В комментариях, пожалуйста, кто более просвещен в этой теме,
Было бы интересно прочитать. Опишите все-таки, что за физический процесс здесь такой происходит. Что спирт вот таким образом воздействует на повреждения. Ну, Костя вот показывает сейчас общий план. Стекло совсем разваливаться начало. В общем, ждем ваших комментариев, самим интересно. Нигде не нашел объяснения, что это за физический процесс. Ну, теперь точно продолжаем дальше к ремонту. Так, господа, продолжаем, значит, ремонт. Вкратце сейчас объясню план действий наш. Он, значит, таков. Мы сейчас возьмем дремель, зачистим вот эти прогары, потом воспользуемся для ремонта вот таким клеем. Это отнюдь не реклама, это его называют ультрафиолетовый клей. Это клей, в общем, который отвердевает под воздействием ультрафиолета. Но пока мы тут возились с подсветкой, со всеми этими делами, меня не отпускала такая мысль. Что-то с этим телевизором не так. Что-то не так. Понять я не мог долго, что с ним не так. Но первая мысль у меня была, почему вот такое масштабное повреждение вот именно в этой части. То есть можно увидеть, что даже вот эта фиксирующая планка, вы видите, как ее повело. Мы отремонтировали множество таких телевизоров, но это очень уж сильно. Что не так? И вы знаете, я нашел, что не так. Сейчас я вам попытаюсь это показать. Давайте, во-первых, уберем отсюда отражатель. Так, обращаемся с ним аккуратно, чтобы у нас не поползла трещина дальше. А теперь смотрите. Обратите внимание, левый угол. Видите? Черная направляйка, куда у нас кладется отражатель. С правой стороны такая же. Внизу справа пластиковая вот такая штучка, куда кладется, то есть направляйка для фиксации стекла в корыте. И тут я смотрю налево, и что вы видите? А тут ее нет. Вы представляете, до чего докатилась сборка? Вот еще раз покажу. Матрица. Сборка Вьетнам. То есть при сборке на заводе каким-то образом прохохотали вот этот уголок. Соответственно, у нас весь отражатель под собственным весом со временем начало валить в левый край. Видите? Аж повредило нижнюю отражающую бумагу. Насколько плотно сюда лег этот отражатель. И вот отсюда все и пошло. И что делать? Как собирать этот телевизор, когда у нас нет соответствующей вот этой клипсы пластиковой? Нашли. Лайфхак вам еще. Вот это 55-я матрица. У нас не было 55-го донора. Нашли 40-ку. И они оказались совместимы. Пользуйтесь нашим опытом. То есть, если не можете найти прям реально 55-го, от 40-го тоже подходит. Сейчас покажу. Ставится он достаточно просто. Раз. Ну да. Раз и все. Ну вот. Да что ты будешь делать? Костю промотаешь это. Все. На месте. Теперь у нас отражатель будет точно, четко спозиционирован на своем месте. И, по крайней мере, вот такого фиаско, которое было при рождении этого телевизора, не повторится. Так, ладно, пока я это сворачиваю, сейчас мы приступаем к работе над отражателем. Зачистки, заклейки, ну, в общем, все увидите. Пока выключимся. Так, значит, берем сейчас дремель. Сразу говорю, обороты выставляете минимальные. Ставим пока алмазик. Костя меня ругает, говорит, это будет слишком грубо, но я потом заполирую. Ну и все. Очки одеваем обязательно. Вот. Ну и начинаем по одной зачищать
Усилия не прилагаем. Стекло не плавим. Оно и так уже без нас оплавленное. Снимаем только вот эти рыжие пятаки. Весь процесс снимать не будем. Покажем окончательно, что получится. Ладно, пока выключите. Итак, мы обработали прогары с помощью дремели. Теперь еще раз напоминаю. Всякий вот этот вот мусор убрать. Не пользуйтесь никаким спиртом. Просто сухой тряпочкой. Все, вот убрали. Протерли. Пусть это будет не так чисто, но тем не менее. Теперь по поводу ультрафиолетового клея. Клей нужен самый свежий, то есть чтобы у него была высокая текучесть. Вязким клеем получится очень все хреново. Поэтому берите прям свежий. Как это делаем мы? Для того, чтобы хоть немного улучшить светопропускание вот этих подгоревших моментов, берете, наносите немного клея на ватную палочку и обрабатываете вот эти места. Толстого слоя класть не нужно. Нам лишь бы немного затянуть риски повреждения вот эти. При необходимости добавляете еще немного. Так, все, вот, участок обработали. Теперь берете ультрафиолетовую лампу. Мы пользуемся двумя лампами. У нас есть маленькая, есть вот большая. Это обычная лампа, которой пользуются ногтегрызки, как я их называю. У нее есть выдвижное дно, и у вас получается достаточно большая по площади лампа. Так. Ага, вон и. Ставим на 120 секунд. Все, лампа заработала. У нас, правда, один элемент уже сгорел. Все, ждете и таким образом закрепляете клей вот в этих прогарах. Так, мы сейчас всю эту канитель, естественно, пропустим, чтобы не затягивать ролик. Работа достаточно такая нудная, какое-то время займет. Мы сейчас всю поверхность пройдем с повреждениями, потом снова включимся. Так, господа, а теперь переходим, наверное, к самой основной части нашего повествования по этому аппарату. У нас имеются самые серьезные дефекты. Первая трещина и раз, два, три более мелких. Мы сейчас будем пытаться их устранять. Ну, как бы не устранять, может быть, но, по крайней мере, делать ущерб от них минимальным. Первое. Нужно замкнуть верхнюю планку. Кость, покажи. И установить отражатель уже в само корыто. Вы спросите, а почему вы не делаете это на воздухе, то, что вы хотите делать какие-то манипуляции? Объясню. Сейчас мы будем пытаться заклеить вот эти трещины. И если вы будете это делать на воздухе, и в процессе того, когда вы начнете вот этот отражатель корячить уже назад в корыто, в само, у вас разломится все. Еще раз повторюсь, клей вот этот должен быть максимально свежим, с максимальной текучестью. То есть сейчас мы используем технологию примерно такую, как используют при ремонте автомобильных стекол. Со своими нюансами, которые мы вам сейчас продемонстрируем. Воспользуемся вот таким скотчем. Смотрите, что мы будем делать. Мы сейчас будем скотч подкладывать под отражатель с клапаном. Ну, поясню потом попозже, когда наклею. И проливать вот эти трещины
Кстати, я тут нашел еще пятую. Да, вот еще есть трещина. Ну и таким образом будем пытаться уменьшить вот здесь вот на этой трещине преломление. Еще раз повторюсь, не пытайтесь сделать это на воздухе, а потом корячить назад. У вас все равно разломится вот этот клеевой шов. Уже пройдено, и я бы вам об этом не говорил. Сейчас я все сделаю, покажу вам, как нужно, в какой последовательности действовать. И я думаю, вам это поможет, если вы столкнетесь вот с таким трэшем. Ладно, пока отключимся. Итак, смотрите, что у нас получилось. То есть мы заводим двухсторонний скотч сюда под трещину и делаем клапан, чтобы нам потом можно было выдернуть этот скотч, не двигая отсюда больше отражатель. Также мы все это делаем на оставшихся трещинах. Теперь, еще раз повторюсь, вот этот клей, который вот многие его называют ультрафиолетовый, нужно брать максимально свежий. Потому что, чтобы у него была хорошая текучесть, чтобы он хорошо заполнял нашу трещину. Давайте начнем с самой простой. Аккуратно заливаем эту трещину. Стараемся не допускать, лишнего наплыва здесь. Он бессмысленный. Он только будет съедать. Запускаем полностью. Излишки можно снять сухой тряпочкой. Идем на следующую трещинку. Заполняем ее. Заполняем. Немного выжидаем. И излишки стираем. Идем на следующую и так далее. Тут есть такой момент. По большой трещине. Давайте я отвлекусь пока от этих мелких. По большой трещине. Можно ее немного приподнять. Вот таким примерно образом. И заполнять. Чтобы у нее плоскость расширилась. Чтобы туда внутрь, в трещину, впитался клей, который будет у нас делать оптическую проницаемость более лучшей. Вы даже до осаждения можете подождать, минут 5-7. Это все с опытом приходит, как-то так. То есть заполните, можете подождать минут 5-7, пока вот видите, трещина, насколько далеко уже ушла. Хорошо ее промачиваете. Это вот наш самый главный дефект, который произошел на этой матрице. Он, смотрите, как далеко уже пошел. Но тем не менее.
Промачивайте его тщательно. Я понимаю, что результат будет не стопроцентный, но если даже будет 85%, это уже хорошо в нашей ситуации. Человек не готов платить лишние 5, 7, 10 тысяч за вот этот отражатель. Просто не готов. Такова жизненная ситуация. Это лучше, чем ничего. Так, видите, да, трещина уже куда ушла. Так, и вот здесь еще мелкая трещина. Я ее тоже пролью. Почему я сделал эти клапаны? Чтобы можно было выдернуть без вмешательства. Все потому, что, я вам еще раз повторюсь, если вы начнете двигать после такой проклейки отражатель, у вас все лопнет. И это не имеет никакого смысла тогда. Вы сделаете только хуже. Делаем это все уже в моменте, когда мы готовы практически собирать телевизор. Так, и последняя, по-моему, трещина. Либо я ее уже проливал. Ага. Вот тебе и ага. Хейтеры, приглашаю вас в комментарии, где вы будете говорить: ты что, дурак? Чего ты не поменял ему отражатель на новый? Да не каждый у нас готов заплатить лишние 5000, поверьте. Сейчас ситуация в стране вот такова. Так, это у нас самый первый был. Давайте тут тоже прольем. Вот, видите, впитывается как клей. Почему нужен снизу клапан? Для того, чтобы клей не проливался тупо вниз на белый отражатель. Потому что ничего хорошего это вам не сулит. Видите, куда аж на трещину пролилась. Но на этом все. Сейчас я это все буду осаждать ультрафиолетом. Потом я эти клапаны аккуратно выдерну, чтобы не смещать основное поле. И мы с вами посмотрим на результат, каков он у нас получится. Вот эти излишки, которые вы сейчас видите, мы аккуратненько уберем. Они нам здесь не нужны. Вот так вот. Раз, два, три, четыре и 5. Ну все. Сейчас мы поставим сюда ультрафиолетовую лампу и посмотрим результат. Пока отключимся. Ну, в общем, мы осадили все это на ультрафиолетовую лампу. Сейчас давайте начнем выдергивать вот эти наши так называемые чеки. Все. Ушло. Кусочек оторвался. В общем, сейчас мы все оборвем аккуратно. И окончательный итог вам покажем. Пока отключимся. Короче, все мы собрали. Для тех дрочеров, которые хотят меня отхейтить в комментах, по поводу тока подсветки. Вот он, токовый датчик. Кость, покажи, пожалуйста.
Но если ваша религия позволяет вам, клиенту, заменить этот токовый датчик на что-то большее, чтобы якобы у него больше проработало, ну, делайте. Я человек ленивый. Я сделал для этого телевизора все, что мог. И не хочу получать какие-то флешбеки от клиента. Ой, после вашего ремонта яркость меньше стала. Да пошел ты в жопу. Это вот я вам реально скажу. Вот пусть остается так, как его придумал завод. Плевать я хотел на это все. Конечно, себе я бы такого не сделал. Но закон о защите прав потребителей, сами знаете. 3 месяца и идешь. Вот. Но, короче, если вы хотите продлить жизнь этому телевизору, вот этот резистор. Увеличиваете его, у вас уменьшается ток на подсветку, и подсветка более долго живет. Я его менять не буду. По множеству причин. А сейчас мы закроем крышку, покажем вам окончательный результат. И на этом, я думаю, закончим ролик. Так, в общем, время у нас 5:48. Видно? Работаем, говорю, по ночам жара неимоверная. Закончили ремонт с ним, смотрите результат. Ну, в динамике вообще все прилично. Да, конечно, не стопроцентное качество, но мы, по крайней мере, устранили 2 дефекта. То есть мы подчистили прогары, чтобы у нас не было на экране желтизны. А самое главное, вот этот способ использовали, которым я предлагаю вам пользоваться. Видите, вот где-то в этом районе был бы четкий вот такой луч. И вот эта часть совсем была бы темная. А сейчас, как вы видите, есть какой-то небольшой след, но его практически незаметно. Вот он, где-то вот здесь. Видите, проклеенная наша трещинка. Ну и вполне сносное качество изображения. Так что пользуйтесь. Для такой тяжелой ситуации мы, кажется, сделали все, что было только возможно. А так, в целом, качество вполне достойное. Ну и все, а сейчас переходим к ремонту незамедлительно 2-го аппарата. С этим все на выдачу.